Привет! Рад, что вы заглянули к нам. Сделайте глубокий вдох, ведь мы отправляемся туда, куда обычно никого не пускают. Приятного просмотра. 22 мая 1999 года гидропост в Мозыре показал 637 сантиметров, на 137 выше той отметки, после которой город официально считают подтопленным. Под водой оказались больше 2000 домов и около 7000 подворий. Людей вывозили лодками и гусеничными тягачами, а по улицам плавали на плоскодонках. В том же году сотни километров ниже по течению в тихой заводи у Чернобыля ржавел речной флот, который запрещено резать на металл и запрещено топить. Одна река, 775 километров и 13 историй, которые она держит при себе. 3 вопроса, ради которых имеет смысл досмотреть до конца. Первый. Правда ли, что на месте нынешнего Полесья когда-то плескалось огромное море, и куда оно делось? Второй. Зачем эту землю дважды за 1,5 века пытались осушить целыми государственными экспедициями, и чем каждая попытка обернулась? И третий, самый неудобный. Почему со стороны Припять выглядит как самое тревожное место Восточной Европы, а люди, которые здесь родились, называют ее лучшим местом на Земле? Ответ на каждый вопрос придет по ходу ролика. Последний окажется не тем, которого ждут. Чтобы понять, почему именно тут копится столько всего, надо посмотреть под ноги. Полесская низменность – это ложе древнего приледникового водоема, дно выстеленное песком, глиной и торфом. Ледник отступил, вода ушла не вся, и на десятки тысяч квадратных километров растеклись болота глубиной в несколько метров. Торф не пропускает кислород, он консервирует дерево, кожу, кость, металл, все, что в него попадает. Вода хранит лучше, чем суша, а торфяная вода хранит лучше любой другой. Сверху на это легла история. Через Припять шли пути из Киева на Волынь и дальше в Польшу. Здесь стояло Туровское княжество. Здесь резались за переправы поляки, шведы, немцы. Здесь в 1986-м прошла граница зоны отчуждения. Каждая эпоха что-то роняла в воду. Река ничего не отдавала обратно. 13 таких историй. Дальше по порядку. Тайна первая. Море, которое исчезло со всех карт. Начнем с того, во что труднее всего поверить, глядя на плоские поля Житковичского района. Полесье называют морем Геродота. Греческий историк, писавший 2500 лет назад, описал в этих краях громадное водное пространство, и с тех пор эта строчка не дает покоя ни географам, ни краеведам. Самое любопытное, что средневековые картографы рисовали его как реальный объект. На карте Себастьяна Мюнстера 1540 года, на карте Джакомо Гастальди 1562, у Каспара Вопеля 1566 и даже у Герарда Меркатора в 1609 здесь изображен огромный водоем. Его подписывали Сарматским. Значит, еще в 17 веке образованная Европа была уверена, что в середине материка плещется море, которого никто из них в глаза не видел. Что здесь правда, а что накопленная веками ошибка переписчиков, до сих пор спорят. Геологи говорят осторожнее любых легенд. Соленого моря геродотовской эпохи тут не было, а был приледниковый пресный водоем, огромный и мелкий, оставшийся от таяния ледника. Его подпитывали талые воды, а когда ледник исчез, кормить такую массу стало нечем, и водоем распался на болота, старицы и озера. Но кое-что в пользу глубокой морской истории региона все-таки есть, и оно лежит под землей. Под Полесьем тянутся мощные залежи калийной и каменной соли, уходящие до украинской территории. Соль такого масштаба образуется, когда испаряется настоящее море. Только было это не при Геродоте, а на сотни миллионов лет раньше, в Девонском периоде. Есть еще одна вещь, которая объясняет Полесье лучше любых карт – уклон. Припять берет начало на Волынской возвышенности между селами Будники и Роговые Смоляры на высоте под 170 метров, а впадает в Киевское водохранилище на отметке 103 метра. Посчитайте. На 775 километров русла приходится падение около 65 метров.
меньше 10 сантиметров на километр. Это уклон обеденного стола, который слегка повело. Вода по такому руслу не течет, а бредет, и любому весеннему избытку деться просто некуда. Он выходит в бок, на пойму, и держится там неделями. Отсюда и болото, и торф, и вся тысячелетняя логика этой земли. Добавьте притоки. Справа в Припять входят Горынь, Стырь, Стоход, Турья, Уборть, Ствига и Уж. Слева – Пина, Есельда, Лань, Случ, Птич, Ипа и Вить. Больше десятка полноценных рек сливаются в одно медленное русло, и каждая приносит свое. Так получается вещь редкая, легенда ошиблась во времени, но угадала суть. Море здесь действительно было, просто оно исчезло задолго до появления людей, оставив после себя соль внизу и воду наверху, а Припять стала главным водостоком того, что осталось. 775 километров длины, водосбор больше 114 тысяч квадратных километров, годовой сток около 14,5 кубических километров воды. Река собирает все Полесье в одно русло и уносит в Днепр, и вот здесь начинается самое странное. Чем внимательнее смотришь на эту равнину, тем чаще натыкаешься на следы, которых на такой глухой окраине быть не должно. Первый из них – целый княжеский город. Почему о нем молчат школьные учебники? Тайна вторая – столица, о которой не рассказывают в школе. Туров сегодня поселок в Житковичском районе Гомельской области, около 3000 жителей, тихие улицы, коровы у околицы. 1000 лет назад это была одна из главных политических точек всей Восточной Европы. Впервые Туров упомянут под 980 годом как центр земли Дреговичей. И здесь сразу важна честность. 980 – год первого упоминания, а не год основания. Когда город возник на самом деле, никто не знает, потому что нижние культурные слои городища уходят глубже летописей. Туровское княжество было самостоятельной силой, соперничавшей с Киевом. А вторым городом этой земли был Пинск, впервые названный в летописи 5 ноября 1097 года. Настоящий масштаб вскрылся только в 90-х. В 1992 и 1993 годах археолог Петр Федорович Лысенко раскопал на Туровском городище фундамент каменного храма. 29 метров в длину, почти 18 в ширину. Это крупнейшее монументальное сооружение из всех, что известны на западных землях Древней Руси. Внутри и снаружи храма нашли погребения в каменных саркофагах, способ похорон, доступный единицам. Нашли свинцовую печать митрополита. Нашли туровские каменные кресты, о которых речь пойдет через минуту. А еще под фундаментом обнаружили следы более раннего слоя – языческого. Сам храм простоял недолго. Его развалило землетрясением 1230 года, о котором прямо сообщают летописи. Землетрясение в Полесье. Из этого городка вышел человек, которого называли русским Златоустом. Кирилл Туровский родился около 1130 года и умер около 1182. Сын состоятельных родителей, он ушел в Борисоглебский монастырь, а там выбрал самое тяжелое, что было в тогдашней монашеской практике – затвор и столпничество, жизнь на башне без права спуститься. Оттуда его и забрали на епископскую кафедру. Его проповеди и молитвы переписывали по всей Руси и ставили рядом с текстами византийских отцов. До нас дошло больше 20 произведений, которые ему приписывают. В конце жизни, около 1180 года, он сам оставил кафедру и вернулся к уединению. По церковному преданию скончался 28 апреля. 1000 лет назад из полесского городка на болоте выходили тексты, которые читала вся страна. И был еще один эпизод. Чистая случайность, которая перевернула представление о том, как рано здесь умели писать. В 1865 году участники археографической экспедиции Веленского учебного округа нашли в Турове пергаменные листы в ящике из-под угля. 10 листов размером примерно 22 на 18 сантиметров, по 17-18 строк на странице, устав, каштановые чернила. Это оказался фрагмент Евангелия XI века, древнейший из книг, дошедших до нас с белорусских земель. Сегодня Туровское Евангелие хранится в библиотеке Академии наук Литвы. Если бы такую рукопись нашли где-нибудь в Италии, о ней знал бы каждый школьник. Здесь ее достали из ящика для угля.
Кто и зачем спрятал книгу именно так? Секунду, я редко вот так вылезаю, но тут надо. Если вам зашло, подпишитесь. Для вас это один клик, а для меня очень важно. Все, продолжаем. Тайна третья. Кресты, которые приплыли против течения. С Туровом связана история, которую местные рассказывают спокойно, без придыхания, и от этого она звучит только весомее. Предание говорит, что в X веке, когда эти земли крестили, из Киева по Днепру и Припяти сами собой приплыли каменные кресты. Приплыли против течения. Вода в тот день, по преданию, стала красной. Кресты остановились у берега напротив Турова, и оттуда их разнесли по храмам. Часть этих крестов существует физически, их можно потрогать. Один находится в Всехсвятской церкви, другие поднимали при раскопках на городище. Камень, грубая обработка, скругленные концы, никаких надписей. Возраст оценивают приблизительно, единого мнения нет. Но по-настоящему интересное происходит не с легендой, а с одним конкретным крестом на старой части Борисоглебского кладбища. Он растет. Первые признаки заметили около 1956 года, когда из земли показалась макушка. К 1982-му крест выступал над поверхностью примерно на 2,5 сантиметра. К 1997-му над землей была видна вся верхняя часть. Дальше начали мерить ширину. 28 сантиметров в 2004, 34 в 2007, 35,5 в 2009. После 2009 ширина перестала меняться. Эти замеры не байка у костра. Их фиксировали и публиковали. К кресту ходят паломники, и каждый желающий может приложить линейку. У легенды, между прочим, есть физическая подкладка, о которой говорят редко. В Полесье нет камня. Совсем. Это низменность, засыпанная песком, глиной и торфом. Скальных выходов тут не найти ближе, чем за сотни километров, и любая каменная плита в этих краях – либо ледниковый валун, либо привозная. Значит, чтобы поставить каменный крест в Турове 1000 лет назад, камень надо было доставить, и единственным путем была вода. Днепр и Припять. Предание о крестах, приплывших из Киева, вполне может оказаться народной памятью о реальной барже с камнем, которую тянули вверх по течению на веслах и бичеве. Легенда убрала лодку и оставила чудо. Так устная история работает везде. Деталь стирается, событие остается. Объяснение у явления есть, и оно не мистическое. Агрономы и саперы знают эффект прекрасно. Промерзая и оттаивая, влажный грунт выталкивает на поверхность камни, снаряды, столбы, все, что в нем лежит. Для торфянистых полесских почв с высокими грунтовыми водами это обычное дело. Поля здесь каждую весну выносят наверх новые валуны. Вопрос в другом – скорость. Ученые, которые смотрели крест, разошлись в оценках того, почему он поднимался так заметно и почему потом остановился, и никто не дал ответа, который закрыл бы тему окончательно. Верующие видят чудо, геологи видят морозное пучение, а крест просто медленно вылезает из земли на глазах у 3 поколений. Что именно вытолкнуло его наверх и почему именно теперь? Тайна 4. Экспедиция, которая осушала море 25 лет. Теперь перейдем из X века в XIX, и это будет совсем другая история. К 1870 годам империя посмотрела на Полесье глазами хозяйственника и увидела 9 миллионов гектаров бесполезной топи. Решение приняли инженерное – осушить. В 1873 году создали западную экспедицию по осушению болот. Во главе поставили военного инженера-геодезиста Иосифа Ипполитовича Жилинского. Работа шла 25 лет, до 1898. Итог измерим до последней версты. 4367 верст магистральных и осушительных каналов, 549 мостов, 30 шлюзов. Больше 2,5 миллионов десятин болот переведены в разряд угодий. Это была не кустарщина. В экспедиции работали люди первой величины. Почвовед Василий Докучаев, климатолог Александр Воейков, геоботаник Гавриил Танфильев. На Всемирной выставке в Париже в 1878 году проект осушения Полесских болот получил почетный диплом, а руководитель экспедиции – золотую медаль. Европа аплодировала.
А потом счет пришел. Каналы сработали, вода пошла в Припять, торф начал подсыхать, и вместе с водой из ландшафта стала уходить его способность держать паводок. Река, которая раньше растекалась по болоту и успокаивалась, теперь получала весь весенний сток разом и по прямым каналам. Мотив, к слову, был не только хозяйственный. Болото веками считалось врагом. Лихорадка, бездорожье, бесполезная земля, укрытие для всякого, кто не хочет попадаться на глаза власти. Осушение выглядело как чистое добро, и спорить с ним было некому. Только теперь, спустя 1,5 века, ученые вернулись сюда с приборами и меряют отложенный эффект. Как изменился уровень грунтовых вод, сколько торфа сгорело и просело, что стало с почвами на разных сроках после осушения. Выводы осторожные, но вектор понятен. Осушенный торфяник не превращается в чернозем навсегда. Он работает лет 30-40, а потом начинает исчезать физически, окисляясь и выдуваясь ветром. Поле проседает, канава оказывается выше уровня поля, и всю систему приходится переделывать заново, и теперь за другие деньги. Вторая волна оказалась мощнее первой. В 30-е годы 20 века значительную часть полесских болот осушили новым выпуском воды в Припять, а с 60-х по 80-е в республике осушили больше 3 миллионов гектаров, и основной удар пришелся на Полесье. Плодородные земли получили и другое. Выгоревшие торфяники, черные пыльные поля весной, просевший на метры грунт. Осушенный торф минерализуется и исчезает, а голый сухой торф загорается от брошенного окурка и тлеет под землей месяцами. Что осталось от старого водного Полесья, можно увидеть в деревне Кудричи под Пинском, где крыши крыли тростником, ловили рыбу от порога на долбленных лодках-чайках и куда сухопутный путь проложили только в середине 90-х годов. Люди жили посреди воды и не считали это подвигом. Сколько таких деревень исчезло, пока прокладывали каналы? Тайна 5. То, что живет в этой воде. Про Припять принято говорить как про место беды, поэтому будет честно сказать и обратное, тем более что цифры тут не менее внушительные. Национальный парк Припятский занимает 188 тысяч гектаров поймы и надпойменных террас, и это единственное место в мире, где сохранились пойменные первобытные дубравы, леса, которые никогда не рубили и не сажали заново. Свыше 950 видов растений, почти 200 видов мхов. Весной, когда река выходит из берегов, дубравы стоят по колено в воде, а между стволами плавают на лодках егеря. Летом вода уходит, и на просохшей пойме поднимается трава по грудь. Такой ритм с затопления, отступления, снова затопления держится тут тысячелетиями, и вся местная жизнь под него подстроена. Уберите разливы, и через 10 лет от этих дубрав останется сухостой. В 4 километрах от Турова, прямо на берегу, лежит участок поймы площадью всего 144 гектара, который получил международный статус территории, важный для птиц. Заказник Туровский луг создали в 2008 году, и в дни весеннего пролета здесь останавливается до 200 тысяч птиц в сутки. 200 тысяч! На площадке размером с 1,5 десятка футбольных полей. Тут гнездится крупнейшая известная популяция кулика-мародунки, занесенного в Красную книгу. Встречаются кулик-сорока, галстучник, малая чайка, шилохвость. В Турове работает единственная в Беларуси станция кольцевания птиц, и именно ее данные дали ту деталь, ради которой стоило рассказывать эту главу. Пойманный здесь мародунка оказался старейшим известным в мире представителем своего вида. Крошечный кулик пережил распад одной страны, аварию на станции и половину новейшей истории региона. Символ этой поймы – дерево. В Припятске в Дубравах растет дуб, который называют царь-дубом, и возраст его оценивают примерно в 800 лет. Он проклюнулся, когда Туровское княжество еще существовало как политическая единица, и пережил все, что здесь потом происходило. Войны, смена государств, мелиорацию, 86-й год. Такие деревья держатся именно на пойме, потому что разливы приносят им ил и питание, и одновременно не дают подступиться человеку с топором. Весной, когда вода поднимается, до многих участков парка можно добраться только на плоскодонке, и эта охрана надежнее любого забора. Уберите половодье,
И через несколько десятилетий Дубрава сменится обычным сухим лесом, а потом полем. Под водой масштабы другие. В Припяти живет больше 3 десятков видов рыб. Ясь, лещ, сазан, щука, судак, окунь, плотва, голавль. Но местные говорят прежде всего про самов. И не зря. В июле 2025 года на реке взяли сама длиной 2 метра 25 сантиметров. Поборолись с ним около получаса, сфотографировали и отпустили обратно в реку. За 2 года до этого рекорд той же семьи был на 10 сантиметров меньше. Годом раньше у деревни Перерово подняли сама весом около 80 килограммов. Рыбаки говорят спокойно, трофейные экземпляры тут не редкость. Редкость, когда длина уходит за 2 метра. Представьте себе эту картину. Мутная теплая вода, лодка длиной чуть больше самой рыбы и человек, который отпускает 80-килограммовую добычу обратно. Что еще ходит по этому дну? Куда не достает ни один эхолот? Напишите в комментариях, какая из находок на этой реке произвела на вас самое сильное впечатление. Мне интересно сравнить ваши впечатления с тем, что я еще расскажу. Тайна 6. Старик, который в 75 ушел в болото. А теперь перейдем к тому, о чем говорить тяжело, потому что здесь появляется конкретный человек с именем, датой рождения и могилой. Василий Исаакович Талаш родился 25 декабря 1844 года в деревне Белка Мозырского уезда Минской губернии. Эта земля теперь входит в границы города Петрикова, стоящего на Припяти. Обычный полесский мужик. Хозяйство, лес, река, сенокос на пойме, никакого военного опыта. К концу 1919 года ему было 75 лет, возраст, в котором в те времена доживали единицы, а те, кто доживал, сидели на печи и нянчили правнуков. Осенью 1919-го фронт польско-советской войны прошел прямо через его деревню. По официальной биографии, поводом стало столкновение с солдатами, которые пришли за его добром, и вмешательство коснулось семьи. Дальше Талаш ушел в болото и собрал отряд из таких же местных мужиков, людей, которые с детства знали каждую гряду, каждую тропу между трясинами и каждый брод. Именно это знание оказалось оружием. В конце ноября того же года на Припяти стояла польская команда моряков, которой было приказано расширить военную флотилию на реке. В совместной операции красноармейцев и партизан этот отряд был уничтожен. Позже Талаш служил разведчиком в 417-м стрелковом полку, свалился с возвратным тифом и выкарабкался. Дальше жизнь пошла еще круче. В 1920 году, когда услуги 76-летнего разведчика перестали быть нужны, он вернулся домой и стал председателем Новоселковского сельсовета. В 1928 получил орден Красного Знамени. Якуб Колос сделал его прототипом героя повести «Дрыгва» Трясина. И с этого момента человек начал превращаться в персонажа. Когда пришла Великая Отечественная, Талашу было под 100. Его дважды арестовывали немцы и дважды отпускали, после чего он ушел к партизанам. В январе 1943-го его вывезли самолетом на Большую Землю. Он вел агитационную работу в Москве, а в 1944-м получил орден Отечественной войны первой степени и медаль партизану Отечественной войны первой степени. Умер 23 августа 1946 года, прожив 101 год, и похоронен на городском кладбище в Петрикове. В деревне Новоселки работает его дом-музей. Чтобы понять, почему такая история вообще стала возможной, надо вернуться к географии. Полесье в обе большие войны становилось партизанским краем, и дело тут не в характере людей, а в рельефе. Болото не пропускает технику. Тяжелая машина проваливается, кавалерия вязнет, колонна вынуждена держаться немногих гатей и насыпей, а те простреливаются с любой сухой гривы. Человек, который знает, где под водой идет твердая гряда, а где начинается трясина, здесь сильнее взвода с пулеметом. Именно поэтому крестьянин без единого дня военной подготовки мог собрать отряд и годами действовать против регулярной армии. Земля воевала за него. Она же его и кормила. Рыба, дичь, ягода, мед с бортей. В Полесском болоте можно было жить месяцами, не завозя ничего извне. Скажу прямо, вокруг этой биографии много спорного.
Белорусские историки и Государственное агентство новостей открыто разбирают, что в истории деда Талаша правда, а что доросло позже. Литература и пропаганда добавили ему подвигов, которых документы не подтверждают. Проверяемое ядро выглядит так: реальный человек, реальные даты, реальные награды, реальная могила. И реальный выбор, сделанный в возрасте, когда выбирать вроде бы поздно. Он мог остаться в хате. Он ушел в трясину, которую знал лучше любых карт, и заплатил за это годами скитаний, тифом и 2 арестами. Полесье вообще редко спрашивало людей, готовы ли они. Оно просто ставило перед фактом. Сколько таких стариков остались без повести, музея и памятника? Тайна 7. Половодье, которое считают в сантиметрах. Вернемся к тому, с чего я начал, к цифре 637. Чтобы понять ее вес, нужен контекст. Припять – река равнинная и очень медленная. У Мозыря средний расход воды составляет 370 кубометров в секунду, в устье – 460. Но в половодье максимум доходит примерно до 6000 кубометров в секунду. Это 16-кратный скачок. На весну приходится от 60 до 65% всего годового стока. Река весь год копит, а потом за 3 месяца сбрасывает почти все. Половодье начинается с первой декады марта. Пик приходится на середину апреля, а хвост тянется до конца июня. Замерзает река в середине декабря, вскрывается в конце марта. Все это было бы академической справкой, если бы на пойме не жили люди. Теперь конкретика по годам. Крупные наводнения на Полесье фиксировали в 1956, 58, 66, 74, 79, 93 и 99 годах. 21 апреля 1956 года гидропост в Мозыре показал 514 сантиметров. 3 апреля 1979 в Пинске стояло 933 сантиметра, превышение опасной отметки на 153. И вершина. 22 мая 1999 года Мозырь получил 637 сантиметров, а через сутки, 23 мая, Пинск 901. Обратите внимание на даты, не апрель, конец мая. Зима 98-99 была рваная, снег то ложился, то сходил. Еще в январе река вышла на пойму, а мартовское таяние добило. По уровню воды в Мозыре в 1979-м источники расходятся, и об этом надо сказать прямо. В одних материалах приводится отметка около 416 сантиметров, в других 529, как наивысшая для города. Разные посты, разные методики отсчета, разные годы пересмотра нуля графика – обычная история для длинных гидрологических рядов. Что не расходится, так это последствия. В 99-м вода накрыла свыше 2000 домов и около 7000 подворий, а деревни Пиреров и Хлупин Житковичского района отрезала полностью, сообщения держали лодками. Именно после катастрофы 79 года вдоль Припяти начали массово строить дамбы, и эти насыпи потом спасли не один поселок. Люди на пойме приспособились задолго до всяких дамб. Дома тут веками ставили на насыпях и гривах. Скот в разлив уводили на возвышенности, а лодка была не развлечением, а транспортом. На ней ездили в магазин, в школу, на кладбище. В большую воду деревни превращались в архипелаг, и это считалось обычным ходом года, а не бедствием. Ломаться все начало тогда, когда на пойме появились капитальные поселки, фермы, склады и дороги, которые на насыпь не поднимешь. После 79-го вдоль реки пошли дамбы и польдерные системы, участки поймы, обвалованные и осушаемые насосами. Они спасли поселки, они же сжали русло. Вода, у которой отняли часть поймы, поднимается выше на той, что осталось. Каждая новая дамба перекладывает нагрузку на соседа ниже по течению. И еще одна деталь, которая переворачивает картинку. Полесье принято считать плоским, но прямо над рекой поднимается Мозырская гряда, ледниковое образование длиной около 50 километров и шириной от 3 до 14. Высоты здесь 160-200 метров, наибольшая отметка 221 метр, самая высокая точка всего белорусского Полесья. Гряда изрезана оврагами глубиной до 60 метров, склоны местами уходят под 30 градусов, то есть в одном районе сходятся крайности, пойма, которую заливает на 2 метра, и рядом обрывы, по которым съезжает грунт. Люди строили город между тем и другим. Почему в такой точке вообще решились ставить город?
Тайна 8. Флотилия, которая взорвала сама себя. Река судоходная на 591 километр от устья всегда была военной дорожкой, и в 20 веке это вышло боком. 17 июля 1940 года из управления кораблей и частей переименованной Днепровской флотилии создали Пинскую военную флотилию со штабом в Пинске. К июню 41-го в ее составе был дивизион речных мониторов из 5 единиц: Житомир, Витебск, Винница, Бобруйск, Смоленск, плавбаза, отряд канонерских лодок и дивизион бронекатеров. Монитор — это низкий бронированный корабль с башенными орудиями, рассчитанный на мелководье. Машина, созданная для того, чтобы простреливать берега там, где не пройдет ни один настоящий боевой корабль. Война на реке пошла не так, как рисовали на штабных картах. К 11 июля 41-го основные силы свели в 3 отряда – Березинский, Припятский и Днепровский. Флотилия прикрывала переправы, снимала окруженных, била по берегу, но у нее был врожденный недостаток. Река не дает маневра. Корабль на Припяти привязан к фарватеру, и с воздуха он мишень, которую невозможно промазать. 31 августа 1941 года за один день противник уничтожил 2 монитора, 2 канонерские лодки, 3 бронекатера и 2 сторожевых корабля. За сутки флотилия потеряла почти половину боевого состава. Финал наступил под Киевом. В августе и сентябре 41-го корабли участвовали в обороне города. Стреляли до последнего снаряда, а 18 и 19 сентября, когда фронт схлопнулся и вывести суда стало некуда, экипажи взорвали собственные корабли и ушли воевать на сушу в составе окруженной группировки. Люди, которые своими руками закладывали заряды в машинное отделение кораблей, где прослужили годы, в большинстве своем с той осени не вернулись. На дне Припяти и Днепра осталась целая флотилия, часть которой поднимали и резали на металл еще в 40-х и 50-х, а часть, по разным оценкам, лежит там до сих пор, ушедшая в ил. И это был не первый раз, когда на Припяти воевали корабли. За 20 с лишним лет до того, в 1919 и 20 годах, по реке ходила польская речная флотилия, та самая, ради усиления которой на берег и высадилась команда моряков, встреченная партизанами Талаша. Река здесь всегда была не просто путем, а единственным путем. На болоте нет флангов, нет обходов, нет маневра. И кто держит фарватер, тот держит весь край. Поэтому за Припять и ее переправы дрались в Первую мировую, в польско-советскую, в 41-м и снова в 44-м, когда фронт покатился обратно на запад. Полесье в военных документах всех этих кампаний проходит одинаково, как непроходимое направление, которое все равно приходится проходить. Ил – отдельный участник этой истории. Припятское дно мягкое, наносное, и тяжелый предмет уходит в него быстро, а через несколько лет над ним смыкается слой отложений, и эхолот показывает ровное дно. Оттого находки на реке и всплывают внезапно, и обычно случайно. Течение меняет русло, подмывает берег, и в обрыве показывается то, что пролежало 80 лет. За послевоенные десятилетия на Припяти и ее притоках подняли не одну баржу и не один катер. При дноуглублении регулярно достают боеприпасы. Саперы работают тут постоянно, и это будни, а не сенсация. Что еще лежит под слоем ила на фарватере, по которому каждое лето ходят прогулочные теплоходы? Тайна 9. Лунный ландшафт, купленный за янтарь. Теперь переместимся вверх по течению, на украинскую часть Полесья. Ровенщина, Житомирщина, Волынь. Здесь под слоем песка на глубине от 1,5 до нескольких метров лежит янтарь, и его тут очень много. Легальная добыча существует, но рядом с ней десятилетиями работает другая, и она изуродовала местность так, что это видно из космоса. Технология простая до дикости. В песок вгоняют шланг, мотопомпой качают воду под давлением, грунт превращается в жижу. Легкий янтарь всплывает, его собирают с очками. После бригады остается кратерное поле, залитое водой. У этих пейзажей появились собственные имена – лунный ландшафт, дурные земли, пьяный лес. Так называют участки, где деревья стоят под разными углами, потому что из-под корней вымыло опору.
Цифры по одной только операции правоохранителей дают представление о масштабе. В Ровенской области выяснили, что недропользователи, получившие официальные разрешения на геологоразведку, вели промышленный гидроразмыв. Итог – примерно 50 гектаров с полностью уничтоженным плодородным слоем и больше 700 уничтоженных деревьев. В ходе расследования провели 47 обысков и изъяли более 52 килограммов янтаря, 26 мотопомп, 256 запчастей к ним, оборудование для обработки камня, геологические карты и больше 29 тысяч долларов наличными. И это одно дело в одной области. Совокупные оценки черного янтарного рынка звучат в сотнях миллионов долларов в год. Но здесь нужна оговорка. Это экспертные прикидки, а не измеренная величина, потому что теневой оборот по определению никто не считает. Откуда здесь вообще янтарь? Вопрос отдельный. Смола хвойных деревьев, окаменевшая десятки миллионов лет назад, в этих краях лежит в песчаных отложениях палеогена, оставшихся от древних морских побережий. Ледник потом все перемешал и растащил, поэтому янтарь тут залегает не сплошным пластом, а гнездами. Можно копать неделю впустую, а можно за день поднять килограммы. Отсюда и характер добычи. Лихорадочный, беспорядочный, с копателями, которые роют где придется, и с посредниками, которые скупают камень прямо на дороге. Масштаб проблемы дошел до самого верха. В 2019 году из-за янтаря в отставку отправили руководство правоохранительных органов сразу 3 областей. Тогда об этом писали как о разгоне целой системы, выстроенной вокруг незаконного камня. На белорусской стороне картина другая, тише и беднее. Главная зона распространения янтаря здесь тоже Полесье, прежде всего юг Брестской области. Разведанное Гатча-Осовское месторождение в Жабинковском районе включает 22 янтареносные залежи, суммарно оцененные примерно в 2,5 тонны, а на разрабатываемой залежи номер 2 запасы составляют около 345 килограммов. Геологи сами подчеркивают, что данные очень приблизительные и точнее оценить трудно. Янтарь лежит гнездами, и разведка тут почти лотерея. Промышленной добычи, сопоставимой с украинской, здесь не развернулось, и по нынешним меркам это спасло ландшафт. Отдельная линия – вода. Гидроразмыв поднимает в реки взвесь, забивает нерестилища и меняет русло мелких притоков, а притоков у Припяти десятки – Горынь, Стырь, Уборть, Ствига, Уж. Все они текут с той самой янтарной земли. Река получает мутный сток, а вместе с ним все, что вымылось из вскрытого грунта. Местные жители говорят об этом прямо. Янтарь дал заработок в районах, где работы нет вообще, и он же оставил после себя земли, на которых больше ничего не растет. Иногда обе фразы произносит один и тот же человек. Что перевесит через 20 лет? Деньги, которые здесь заработали, или карьеры, которые здесь останутся? Тайна 10. Полигон посреди самого большого болота Европы. Спустимся южнее, к белорусско-украинской границе, в Столинский район Брестской области. Здесь лежит место, которое в специальной литературе называют без всяких преувеличений Ольманские болота, крупнейший в Европе комплекс верховых, переходных и низинных болот, сохранившийся в естественном состоянии. Не осушенный, не изрезанный каналами, не превращенный в поля. Заказник, созданный в 1998 году, занимает больше 94 тысяч гектаров. Для сравнения, это площадь среднего европейского города вместе с пригородами, только вместо улиц сплошная топь, острова сухого леса и озера, которым нет дорог. Именно отсюда в Припять через притоки приходит чистая болотная вода, и именно здесь держится то, что от Полесья осталось нетронутым. А теперь то, из-за чего это место закрыто для свободного посещения. С 60-х годов на Альманах работал 41-й авиационный полигон. Летчики отрабатывали здесь бомбометание, а под мишени и зоны безопасности пришлось отселить несколько деревень. Люди уехали, названия остались на старых картах. Когда в 1998 году заказник все-таки создали, полигон никуда не делся. Постановлением Совета министров от 12 ноября 1998 года за номером 1737 он остался в пользовании военного ведомства прямо на территории охраняемой земли. Получилась редкая конструкция, заповедная топь, над которой десятилетиями летали бомбардировщики.
Последствия лежат в торфе. В болоте до сих пор остаются неразорвавшиеся снаряды и бомбы, и торф для них – идеальная среда. Он мягкий, влажный, кислорода почти не дает. Взрыватель может пролежать десятилетия и сохранить работоспособность. Поэтому по Ольманам нельзя ходить без сопровождения, а маршруты для туристов проложены по проверенным гатям. И тут работает та же логика, что и по всей реке. То, что убивает, оно же и сохраняет. Полигон закрыл эту территорию от людей, от осушения, от торфоразработок и от распашки. Военный режим сделал для этих болот больше, чем все природоохранные бумаги вместе взятые. Надо понимать, что такое верховое болото. Оно питается только дождем, грунтовые воды до него не доходят, и потому вода в нем почти дистиллированная и очень кислая. В такой среде растения не сгнивают до конца, а спрессовываются в торф, и слой нарастает примерно на миллиметр в год. Метр торфа – 1000 лет. Ольманские залежи местами уходят на несколько метров, то есть под ногами лежит непрерывная летопись длиной в тысячелетия. Пыльца, семена, прослойки гари от древних пожаров – все в правильном порядке сверху вниз. Болотоведы читают такую колонку, как «годовые кольца дерева», и по ней восстанавливают, какие леса тут росли, когда наступали засухи и когда сюда пришел человек с огнем. Массив при этом трансграничный, он продолжается на украинской стороне, и вместе это единый водный организм, который не делится по линии на карте. Дальше начинается почти абсурд. Именно на Ольманах уцелели виды, которые в осушенной Европе исчезли. Вертлявая камышовка, большой подорлик, серый журавль, черный аист. Орнитологи ездят сюда как в заповедник первого ряда, а под ногами у них лежит боезапас. Местные знают границы наизусть и объясняют приезжим коротко: сюда можно, туда никогда. Никто не знает, сколько именно металла осталось в этой трясине. Сплошного разминирования на 94 тысячах гектаров болота не проводил никто и, скорее всего, не проведет. Что случится с этим торфом, если однажды его все-таки решат осушить? Тайна 11. Дорожка из Балтики в Черное море. Теперь о том, ради чего Припять веками была нужна всем сразу. Река судоходна на 591 километр от устья. Это огромная цифра для равнинной реки такого размера. Но главное даже не это. С 18 века Припять стала частью сквозного водного хода между двумя морями. С 1775 по 1783 год построили Днепровско-Букский канал, соединивший реку Пину, левый приток Припяти из бассейна Днепра, с рекой Мухавец из бассейна Вислы. Общая протяженность хода от Бреста до Пинска – 196 километров. Из них канализованная Пина занимает 74 километра, водораздельная часть канала – 58, канализованный Мухавец – 64. Через эту нитку баржа из Балтийского моря могла дойти до Черного, не выходя в океан. Канал пережил все смены власти, обмеления, разрушения и восстановления. В августе 1940 года судоходство по нему возобновили после большой реконструкции, а в советские десятилетия основной груз тут был неожиданный – Криворожская железная руда, которую по воде тянули на металлургические комбинаты Восточной Германии. Речные караваны шли через Полесье с рудой, обратно с калийными удобрениями и лесом. Пинск был и остается неофициальной столицей Полесья и главным речным узлом. Местный порт перевозит около 196 тысяч тонн грузов в год, и основное сегодня – строительный песок, щебень и отсев. Романтики в этом мало, зато это работающая экономика, которая держится на реке. У этой водной развязки был и второй выход, к северу. С 1767 по 1783 год построили Агинский канал длиной около 55 километров, соединивший Есельду из бассейна Припяти со Щарой из бассейна Немана, через озера Выгонощанское и Вульковское. Работы шли по инициативе Михаила Казимира Агинского, и поначалу канал назывался Телеханским. Получилась вещь, которой в Европе больше нигде нет. В одной точке сошлись три бассейна – Днепра, Вислы и Немана. И через Полесские каналы можно было попасть в Балтику двумя разными путями, а в Черное море – одним. Днепровско-Букский канал в старых документах проходит как Королевский. Агинский сегодня судоходство не несет, и большей частью зарос, шлюзы разрушены. Королевский работает до сих пор. А теперь самая спорная часть этой главы.
Не первое десятилетие обсуждается проект сквозного водного пути от Гданьска на Балтике до Херсона на Черном море. Той же старой дорожки, но модернизированной под большегрузные суда. Проблема в одном участке. Чтобы такой путь работал, Припять нужно углубить, в том числе на отрезке, который проходит через Чернобыльскую зону отчуждения. В октябре 2019 года на одно углубление участка Припяти длиной 64,5 километра выделили 340 тысяч евро. Работы планировали закончить к маю 2020-го. И в 2020 году дно углубления в зоне действительно проводили. Что именно лежит в этих донных отложениях – тема следующих 2 глав. И предупреждаю сразу, там цифры, от которых становится неуютно. Против проекта выступили экологи и ученые, включая французского физика-ядерщика Давида Буайе, возглавляющего организацию по контролю радиоактивности. Их исследование, опубликованное весной 2020 года, прямо называет дно углубления способом поднять со дна и разнести вниз по течению то, что за 30 с лишним лет успело залечь и успокоиться. Спор идет до сих пор, и обе стороны оперируют реальными аргументами. Одна говорит про транспорт и рабочие места, вторая – про воду, которую пьют миллионы людей ниже по Днепру. Кто в этом споре окажется прав, узнают не сейчас. Тайна 12. Затон, где ржавеет флот, который нельзя разрезать. Помните, я в самом начале говорил про корабли, которые запрещено резать на металл? Пора к ним. В нескольких километрах от города Чернобыля, в тихой заводе на Припяти, находится место, которое называют Чернобыльским затоном. До 1986 года это была обычная и вполне живая точка. Сюда сводили на ремонт и отстой буксиры и несамоходные баржи, ходившие по Припяти и Днепру. Тут стояли краны, мастерские, слипы. Речной флот здесь чинили десятилетиями, и ничего примечательного в этом не было. Обычная затонная база большой судоходной реки. Все изменилось после 26 апреля 1986 года. Когда началась ликвидация, река оказалась самым удобным транспортом. По воде пошли щебень и сухой бетон для строительства объекта укрытия над 4-м энергоблоком. Тем же водным путем вывозили радиоактивный грунт, обломки и отходы. Суда работали в самой грязной зоне месяцами, палубы и трюмы набирали активность, и отмыть их было нельзя, металл впитывает не хуже почвы. Когда работа закончилась, встал простой вопрос: что делать с флотом, который стал радиоактивным отходом весом в 1000 тонн? Ответ нашли самый дешевый. Суда отбуксировали в затон и оставили там навсегда. Так и получилось кладбище кораблей. Ржавые корпуса барж, буксиров, бывших доков наполовину ушли в воду и заросли камышом. Среди прочего, в затоне оказались 14 самоходных теплоходов серии, построенные незадолго до катастрофы специально под эту реку. Новые суда, отработавшие считанные годы. Точного числа брошенных здесь единиц открытые источники не дают, и я не буду называть красивую цифру, которой нет в документах. Известно другое. Доступ на объект для гражданских закрыт. А любая попытка разрезать корпус на металл означает вынос активности за пределы зоны. В 90-х и 2000-х металл отсюда все-таки тащили, и это одна из тех историй, о которых говорят неохотно. Судьба соседнего объекта показывает, чем такие истории обычно заканчиваются. В нескольких десятках километров от затона находилась Рассоха. Крупнейшее кладбище техники ликвидации. Около 20 гектаров, забитых бронетранспортерами, грузовиками, автобусами, спецмашинами и вертолетами, среди которых были машины, летавшие прямо над разрушенным блоком. В конце 2012 года Рассоху официально ликвидировали. Технику передали на переработку и захоронение специализированному предприятию. Часть металла оттуда, по сообщениям, растащили жители соседних зон и поселков еще раньше. Металл, набравший активность, не перестает быть металлом, за который платят наличными. И он уходит в переплавку, а дальше в арматуру, в трубы, в кастрюли, в чей-то дом. Проследить эту цепочку до конца не смог никто. Белорусская сторона зоны отчуждения дает свою версию того же сюжета. На старом русле Припяти, куда ведет дорожная колея через деревню Красноселье Хойникского района, до сих пор ржавеют брошенные прямо на берегу буксиры.
По словам сопровождающих, эти суда предположительно участвовали в ликвидации и таскали из Мозыря баржи с песком, которые сбрасывали на реактор. Слово «предположительно» тут ключевое. Документов, которые закрыли бы вопрос, в открытом доступе нет. Русло ушло в сторону примерно 3 десятилетия назад. Вода отступила, и корабли остались на суше. Стоят в траве, посреди леса, в 2 шагах от птичьих гнезд. Лежат и ждут. Чего именно, не знает никто. Тайна 13. То, что река уносит вниз по течению. И вот мы дошли до главного, ради чего Припять и попала во все мрачные подборки. Через реку прошла граница зоны отчуждения. Ее водосбор загрязнен радионуклидами, и она остается основным источником их выноса в Киевское водохранилище. Здесь важно понимать механику, иначе вся тема превращается в страшилку. Радионуклиды не плывут в воде, как краска. Они цепляются за частицы грунта и оседают на дно. И разные изотопы ведут себя по-разному. Больше 99% цезия-137, попавшего в Припять и верховье Днепра, ушло в донное отложение и осталось там. У стронция-90 доля осаждения составляет от 50 до 70%, то есть он гораздо охотнее остается в воде и идет дальше вниз по течению. По этой причине главным героем этой главы становится стронций, а не цезий, о котором говорят чаще. Цифры такие. С 1986 по 2001 год в Киевское водохранилище поступило порядка 155 триллионов биккерелей стронция-90 и около 124 триллионов биккерелей цезия-137. На дне водохранилища накоплено по оценкам около 3000 кюри цезия-137 и 600 кюри стронция-90. Это осевший материал, и пока он лежит под слоем ила, он относительно безопасен. Отдельные исследователи отмечают закономерность, от которой вся картина становится ясной. Все экстремальные подъемы концентрации радионуклидов, прежде всего стронция в Припяти и Днепре, были вызваны затоплением пойменных массивов в ближней зоне водоема-охладителя станции, то есть выносит не сама река, выносит половодье, которое поднимается на пойму и промывает загрязненную землю. Вот тут все главы этого ролика сходятся в одну точку. Осушение болот в 19 и 20 веках лишило Полесье естественной губки, которая гасила паводок. Каналы стали доставлять весенний сток в русло быстро и в полном объеме. Половодье получило больше силы и выше пики, те самые 637 сантиметров 99 года. А высокое половодье заливает загрязненные поймы возле станции и смывает стронций в реку. Никто не проектировал такую цепочку, она сложилась сама, из решений, принятых людьми, которые ничего не знали ни про стронций, ни про атомные станции. Конкретных значений активности по годам я намеренно не называю. В открытых источниках они сильно расходятся в зависимости от года, точки отбора и методики, и говорить тут в духе «столько-то на литр» было бы враньем. Есть в этой теме и утешительная арифметика. У цезия-137 период полураспада составляет около 30 лет, у стронция-90 – почти 29. С 1986 года прошел примерно один такой период, то есть активность этих двух изотопов упала вдвое сама собой, без всякого вмешательства человека. Еще через век от нее останется около 1/8. У арифметики есть и оборотная сторона. Америций-241, наоборот, накапливается, потому что образуется при распаде плутония, а тот распадается медленно и никуда не торопится. Поэтому суммарная картина загрязнения не просто гаснет, а перестраивается. Одно уходит, другое приходит на его место. И считать тут приходится не годами, а столетиями. Именно из-за америция специалисты и говорят, что трогать донное отложение – плохая идея на любом горизонте планирования. И у этой главы есть неожиданная вторая половина. 18 июля 1988 года в белорусской части зоны создали Полесский радиационно-экологический заповедник. 215 тысяч гектаров на землях Брагинского, Наравлянского и Хойникского районов. На этой территории находятся 96 покинутых населенных пунктов, где до аварии жили больше 22 тысяч человек. Люди ушли, и через несколько лет землю заняли те, кого тут не видели столетиями.
В феврале 2010 года на Наравлянском участке впервые отметили лошадь Пржевальского. Вид для белорусской фауны новый. Сегодня их здесь около полусотни, и держатся они возле брошенных ферм и пустых деревень. Рядом ходят зубры, волки, лоси, рыси. Самая грязная земля Европы стала одним из немногих мест, где дикая природа живет без человека. Как это вообще уложить в голове? Теперь ответы на 3 вопроса, с которых мы начали. Море здесь было, но не то и не тогда. Не геродотовское соленое, а приледниковое, пресное. А настоящее море оставило после себя соль на глубине сотен метров и миллионы лет назад. Осушать эту землю пытались дважды, и оба раза с блестящим инженерным результатом и отложенным счетом. 4367 верст каналов западной экспедиции и больше 3 миллионов гектаров советской мелиорации дали поля, но забрали у Полесья способность держать воду, и половодье 20 века стало злее половодья 19. А 3-й вопрос был про то, почему местные называют это место лучшим на Земле. И вот здесь придется признать простую вещь. Все, что вы услышали, правда. И ничего из этого не отменяет того, что Припять – красивая, теплая, рыбная река, на пойме которой стоят дубравы, каких больше нет нигде в мире. И живут люди, которые дома, а не в декорациях чужого страха. 13 историй за один ролик. Море, стертое с карт, но оставившее соль под землей. Столица княжества, где под фундаментом храма лежит языческое капище, а Евангелие XI века нашли в ящике из-под угля. Кресты, которые растут из земли по 2,5 сантиметра и останавливаются. Экспедиция, осушавшая болото 25 лет и получившая золотую медаль в Париже. 200 тысяч птиц в сутки на 144 гектарах и самы длиной за 2 метра. Старик, который в 75 ушел в трясину и прожил 101 год. 637 сантиметров в Мозыре. Флотилия, взорвавшая себя своими руками. 50 гектаров, превращенных в лунный ландшафт ради янтаря. Крупнейшее болото Европы, спасенное авиационным полигоном. Водный путь между 2 морями. Затон с флотом, который нельзя резать. И стронций, который уносит весеннее половодье. Ни одна из этих историй не закончена. Крест на Борисоглебском кладбище перестал расти, но никто не сказал почему. Дно затона никто не описывал. Сколько боеприпасов в Ольманах не считал никто. А главный вопрос вообще не про реку, он про нас. Сколько времени нужно Земле, чтобы простить то, что с ней сделали за 1,5 века, и хватит ли на это одной человеческой жизни? Какая из этих 13 историй поразила вас сильнее всего? Напишите в комментариях. Если знаете еще, обязательно расскажите, я читаю все. И если вы отсюда родом, поправьте меня там, где я ошибся. Ваша правка ценнее 10 источников. Припять – самый большой непрочитанный архив Восточной Европы. И весной, когда вода поднимается, он открывается еще на 1 страницу. Вот и подошла к концу наша история. Спасибо, что досмотрели до конца, и до новых встреч.